Привет, друзья! С вами Валерий Табаков. И это мой обзор самых актуальных новостей Украины на 6 сентября 2025 года. Я разберу все ключевые события, военные действия, международные встречи, внутреннюю политику, экономику, социальные вопросы, миграцию, мобилизацию, спорт и культуру. Я учту ваши пожелания и добавлю максимум конкретики. Имена, факты, детали. Погнали. Ситуация на фронте остается напряженным. По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки произошло 126 боевых столкновений на разных направлениях. Основные бои идут в Донецкой области, особенно в районе Покровска, где российские войска усилили наступление, захватив Новогродовку, Краснохоровку и Украинск в начале сентября. Однако ключевой город Покровск остается под контролем Украины, несмотря на тяжелые бои. Хорошие новости. Разведчики военно-морских сил Украины провели блестящую операцию и освободили 4 украинских военнослужащих, которые 3 года скрывались на оккупированных территориях. Это невероятный подвиг, который показывает силу и дух наших защитников. Также президент Зеленский сообщил об успешных испытаниях украинских дальнобойных ракет. По его словам, дальность этих ракет уже достигает сотен километров, что укрепляет нашу оборонную мощь. Министр обороны добавил, что Украина вышла на производство 4 миллионов дронов в год, и до конца 2025 года они будут поставлены на фронт. Есть и тревожные сигналы. Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что фронт трещит из-за нехватки боеприпасов, проблем с мобилизацией и слабого руководства. По данным прокуратуры, к ноябрю 2024 года было открыто более 100 тысяч дел о дезертирстве. На международной арене кипят события. Президент Зеленский встретился в Ужгороде с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Встреча прошла на пограничном пункте, но вызвала споры. Словацкая оппозиция раскритиковала Фицо за то, что он не осудил агрессию России. Фицо, в свою очередь, выразил надежду на скорое завершение конфликта, но подчеркнул, что удары ВСУ по российской нефтяной инфраструктуре наносят ущерб Словакии. Зеленский сделал громкое заявление, по его словам, даже Путин не против членства Украины в ЕС, а вот позиция Венгрии кажется ему странной. Это вызвало резонанс в Европе, где Еврокомиссия пока воздерживается от комментариев. Тем временем США и ЕС обсуждают 19-й пакет санкций против российской нефти и газа. На видеоконференции с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп призвал отказаться от закупок российских энергоресурсов и усилить давление на Китай. Есть и тревожные новости. Пентагон планирует прекратить финансирование программы обучения и оснащения вооруженных сил стран Восточной Европы, что может повлиять на поддержку Украины. Внутри страны борьба с коррупцией набирает обороты. Национальное антикоррупционное бюро разоблачило схему в Министерстве социальной политики, связанную с закупкой программного обеспечения. Среди подозреваемых бывший замминистра Виталий Музыченко и руководитель департамента ведомства. Деньги, украденные через схему, удалось вернуть из-за границы. Это показывает, что антикоррупционные органы работают, но коррупция остается серьезной проблемой. Верховная Рада в 16-й раз продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до ноября 2025 года. Новый проект закона о мобилизации, зарегистрированный еще в декабре 2023 года, продолжает вызывать споры. Экономическая ситуация в Украине остается сложной. По данным Национального банка,
украинцы активно скупают доллары США, тогда как спрос на евро падает. Курс доллара на 6 сентября составляет около 41,2 гривен, а евро 45,8. Это связано с нестабильностью и ожиданием дальнейших экономических вызовов. Министр образования Оксен Лисовой сообщил, что в бюджете нет средств для повышения зарплат учителям в 2025 году, что вызвало недовольство в образовательной среде. Позитивная новость. В Черкасской области началось строительство завода по производству картофеля фри мощностью 20 тысяч тонн продукции в год. Это создаст новые рабочие места и укрепит продовольственную безопасность. Социальная сфера полна контрастов. В Луцке уволили работницу гостиницы, которая отказала в заселении 2 военнослужащим ВСУ. Общественность поддержала это решение, ведь уважение к защитникам – это важно. На Львовщине оштрафовали 2 комплекса отдыха – Эдем Резорт и Таурус, после того, как там заразились сальмонеллой несколько детей. Это напоминание о важности санитарных норм. 7 украинских университетов вошли в кластер военных технологий Брейв-1 для разработки инноваций для армии. Это НТУ КПИ имени Игоря Сикорского, Киев, Национальный авиационный университет, Киев, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Национальный университет Львовская политехника, Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Одесский национальный политехнический университет, Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Эти вузы будут работать над дронами, системами ПВО и другими технологиями. Миграционные правила изменились. С 28 августа 2025 года мужчины с 18 до 22 лет могут выезжать за границу при наличии паспорта и военно-учетного документа. Это вызвало массовый отъезд молодежи, что породило споры в обществе. Однако попытки нелегального пересечения границы заканчиваются трагедиями. В Одесской области 43-летний мужчина погиб от пулевого ранения, пытаясь незаконно пересечь границу. Еще один инцидент в Одесской области. Местный житель угнал автомобиль ТЦК в знак протеста против насильственной мобилизации. Министр обороны заявил, что снижение мобилизационного возраста до 18 лет не рассматривается. Также в феврале 2025 года правительство одобрило одногодичный контракт для добровольцев от 18 до 24 лет, которые пока не подлежат мобилизации. В спорте смешанные эмоции. Сборная Украины по футболу уступила Франции со счетом 1-3 в отборе к чемпионату мира 2026 года. Но болельщики не теряют надежды. Киевская «Динамо» подписала румынского нападающего Владислава Блинуце из клуба «Университатя Крайова» за 2,67 миллиона евро. Контракт рассчитан на 5 лет, однако трансфер вызвал скандал. Фанаты нашли старые пророссийские посты Блинуце, включая репосты с пропагандистом Соловьевым. После протестов ультрас, которые даже записали видео с расстрелом фото игрока, Блинуце публично извинился, заявил о поддержке Украины и начал говорить на украинском. Фанаты разделились, одни требуют его ухода, другие готовы дать шанс. Что думаете вы? Вот такие новости, друзья. Украина продолжает сражаться на фронте, строить экономику и двигаться вперед, несмотря на вызовы. Что вас больше всего заинтересовало? Скандал с Музыченко, трансфер Блинуце, успехи наших вузов или ситуация на фронте? Пишите в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Валерий Табаков. До встречи.